Hi people! В этом видеоролике я предлагаю вам проанализировать место для заработка Avacoins, а именно Fiverr. Мне удобнее говорить именно Fiverr, так что люди, знающие английский язык, чуть что, прошу меня простить. Кто не в курсе, раньше был Tapjoy. Очень щедрый, но ранимый, зараза, ибо когда неправильно обманул, сразу бан получаешь. Кстати, поэтому его и убрали. Люди раскусили, как получать немаленькие суммы и начали активно пользоваться. Разработчики об этом узнали и прикрыли лавочку. Ой, что-то вы заболтали меня. Давайте интро. Короче говоря, обо всем по порядку. Существовал Tapjoy, его брали, на смену пришел Fiverr. Такая отвратительная штука на самом деле. На ютубе есть много роликов, где его пытались обмануть, но что-то не получилось. В общем, Fiverr — это икона честности. Но дело и не только в этом. Собственно, поэтому я и снимаю этот ролик. Давайте зайдем и поищем интересное задание на крупную сумму. Думала я в тот момент. Нашла, значит, игру Bingo Holiday. Меня абсолютно не смутило, что там написан уровень жесткий. Задание сказано дойти до 40 уровня. Я примерно рассчитала, взяв за опору среднестатистические игры, и при упорном труде можно за недельку выполнить задание. Скачала. Игра была на английском. Ну, допустим. Как оказалось, в правилах не было ничего сложного. Просто тебе говорят номер, а ты ищешь его в своей карточке. И так до 40 уровня. Сначала все шло более-менее. Уровень неплохо поднимался, но счастье длилось недолго. Начиная с 10 уровня все пошло медленно, а с 15 вообще по чуть-чуть поднимался уровень. В общем-то логично, уровень, как и указан, жесткий, значит не все так будет легко. Да и игра особого интереса не вызвала, в ней как таковой сути я не вижу. Ну, сама виновата, что взяла орешек не по зубам. Но давайте тогда глянем, что мы можем сделать. Я где-то слышала, что даже если выполнишь задание в Fiverr, то награду вряд ли дадут. Я чисто ради интереса хотела проверить, поэтому нашла какой-то тест за мизерную сумму, но даже его я не могу пройти. Открыла еще парочку других, та же ситуация. Мне высвечивается какая-то надпись, которая в переводе означает, что не найден URL адрес. Такая же история приключилась и с этим тестом. У меня тогда поднакалился интерес. Тогда что же я могу пройти, чтобы заработать себе денег на проживание в игре, если даже я обычный тест не могу завершить? Смотрите, чтобы выполнить задание на 665 монет, мне нужно пройти все режимы. А мы прекрасно понимаем, что обычно подразумевается под режимом эксперт. Это значит, что фиг ты эту игру пройдешь, и дай бог до старости пройти. И что меня вызвало истерический смех, так это то, что надо ее за 4 дня пройти, иначе награды не получишь. Я понимаю, если бы награда была в размере 10 тысяч монет, так тут же всего 665. Или вот вам еще один пример. Пройти 300 уровней ради 1000 Avacoins за 3 дня. Как вам такое? Возможно, вы скажете, что если будет не лень, то можно и 30 тысяч там заработать, и 100, и так далее. Но давайте возьмем обычного игрока с желанием купить, допустим, прическу. Ему нужно будет 25/7 втыкать в телефон, чтобы заработать эти 800 Avacoins? Думаю, вряд ли кто-то будет этим заниматься. И это причем с вопросом, придут тебе эти деньги или нет. Короче, 10 из 10 не рекомендую. Заработать там максимально сложно, как и во всей игре Working Life. Времена настали не самые лучшие, но об этом в другом видео. А сейчас о итогах Fiverr. Я не понимаю смысла его добавления в игру с той стороны, что зачем игрокам отвлекаться на другие игры. Вдруг какая-то понравится, и они забросят Авакин. Немного невыгодно получается, ну ладно, ну и пожалуйста, как говорится. А вам я скажу спасибо, что меня смотрели. Немного непривычно было спустя полгода возвращаться к этому делу, даже не знаю, чего ожидать. Но все же, что имеем, то имеем. Верьте в себя и никогда не сдавайтесь. Всем пока!